Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня в ролике давайте посмотрим на еще одно подтверждение RTX 3050 с другими видеокартами. Оценим производительность новых процессоров EPIC и взглянем на RX 5700 XT с пассивным охлаждением. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. И с вашего позволения я начну с зеленого лагеря, где компания Polit рассказала о своих планах на линейку RTX 3000. На сайте Евразийской экономической комиссии был опубликован список видеокарт, среди которых можно отметить как 3080 Ti, так и младшие видеокарты RTX 3050. А ресурс видеокарт поделился данными относительно новинок. Ранее сообщалось, что выпуск RTX 3080 Ti отложен или отменен, но оба эти слова неправильны, так как у нее никогда не было официальной даты поступления в продажу. Изначально планировалось, что карта выйдет в конце февраля, но ближе к презентации Nvidia изменила дату появления в продаже на статус «приостановлено». Они поясняют, что это не отмена, потому что точная дата никогда не называлась партнером. Согласно их источникам, выпуск 3080 Ti был приостановлен из-за скудного запаса, и выпускать ее сейчас не имело никакого смысла. Сама карта должна противостоять 6900 XT от конкурента, но так как ее тоже нет в наличии, то Nvidia решила подождать лучший момент для реализации новинки. Также в списке можно найти RTX 3050 и 3050 Ti. По информации видеокарт, модель Ti будет являться обычной 3060 и получит тот же GA106300, но с 6 гигабайтами. Но по планам Nvidia, эта карта запланирована на второй квартал 2021 года. Плюс ко всему, Зеленые рассматривают возможность выпуска видеокарт Ampere для добытчиков криптовалют, но сначала они хотят выяснить, есть ли спрос на подобные устройства. По словам финансового директора компании, если они увидят спрос со стороны майнеров, то они используют эту возможность и выпустят новые линейки своих продуктов. Сейчас же у них нет информации о том, какая часть конечного спроса связана с добычей криптовалют, и они считают, что большую часть видеокарт покупают геймеры. А вот компания MSI анонсировала уже привычные модели Aero ITX с одним вентилятором для видеокарты RTX 3060. Они будут существовать как с версией OC, так и без нее. Для охлаждения используется кулер с тепловыми трубками и одним вентилятором, и для подключения к блоку питания распаян один 8-контактный разъем питания. Также для корпусов Mini ITX компания Gainward представила модель Pegasus на 2 слота с одним вентилятором, который шире самой печатной платы. Обе видеокарты оснащены 3 портами DisplayPort версии 1.4 и одним HDMI версии 2.1. Но сама Nvidia еще не полностью распрощалась с архитектурой Pascal. Компания без лишнего шума запустила графический ускоритель GT1010, который указан на официальной странице загрузки драйверов. GT1010 основана на графическом процессоре GP108, и по сути это та же GT1030, но с отключенными ядрами CUDA. Если GT1030 предлагает 384 ядра CUDA, то GT1010 всего 256. Она оснащается 2 гигабайтами памяти GDDR5, работающими через 64-битный интерфейс. Карта имеет 16 блоков текстурирования, 16 блоков растровых операций и отличается показателем TDP на отметке в 55 Вт, из-за чего может работать без доп. Питания. Пока не ясно, будет ли GT1010 доступна только производителям OEM или же поступит в розницу. На самом деле вообще не ясно, зачем на рынке нужен такой ускоритель. Возможно, Nvidia хочет окончательно закрыть 10-ю серию, выпустив еще и GT1020. Тем временем в онлайн-базе Geekbench были обнаружены результаты тестирования процессора AMD EPIC 7543, который относится к семейству Milan. Он представляет из себя 32-ядерный процессор с архитектурой ядер Zen 3 и может похвастаться рабочими частотами от 2,8 ГГц до 3,7 ГГц. В составе серверной системы Vivine он получил 378 ГБ оперативной памяти и набирает на 37% больше баллов на одно ядро, чем его предшественник. Также он обходит по этому показателю Xeon Gold, но сравнивать две платформы очень необъективно, так как в многоядерном тесте Intel использует AVX 512, которая и дает им преимущество. По слухам, серверные процессоры EPIC третьего поколения станут доступны заказчикам уже до конца первого квартала. А компания Sapphire разработала графический ускоритель под названием GPRO X070, что является специализированной версией RX 5700 XT. Такая карта ориентирована на профессиональное использование и получила кристалл Navi 10.
Главная ее особенность – это пассивная система охлаждения на основе крупного радиатора и тепловых трубок. Благодаря такому решению карта не производит никакого шума при работе и при этом займет всего 2 слота расширения. Ускоритель GPRO X070 рассчитан на применение прежде всего в серверах, а цена и сроки начала продаж пока не называются. Тем временем компания ASRock в Фейсбуке опубликовала видео, в котором высмеяла 2 производителей материнских плат, которые были слишком вдохновлены ее сверхпремиальным дизайном X570 Aqua. Компания быстро заметила, насколько новые материнские платы от Asus и MSI похожи, и сказала: спасибо, мы продолжим добавлять новации и добро пожаловать в догоняющие. Сама же плата X570 Aqua – это специальное ограниченное издание для энтузиастов, которых было выпущено всего 1000. Первый экземпляр, судя по всему, достался директору AMD Лизе Су. В синем же лагере идет полная подготовка к выходу 11-го поколения Core, в которое войдут как процессоры на архитектуре Cypress Cove, так и Comet Lake Refresh. Ориентировочные цены готовящихся процессоров на днях раскрыл бельгийский ритейлер. Сообщается, что семейство возглавит 8-ядерный Core i9-11900K и будет стоить примерно на 9% больше, чем 10-ядерный Core i9-10900K на старой архитектуре Skylake. Core i7-11700K будет на 14% дороже предшественника, а Core i5-11600K примерно на 4%. Если данные источника правдивы, то никакого удешевления нас точно не ожидает, и 8 ядер Rocket Lake будут дороже 10 ядер прошлого поколения. Младшие же процессоры будут представлены на старой архитектуре в линейках Core i3, Celeron и Pentium, и даже в этом сегменте Core i3 10105F оказывается дороже предшественника, по крайней мере, если брать рекомендуемую стоимость. Компания же Gigabyte представила высокопроизводительные твердотельные накопители Aorus 7000S в форм-факторе 2280 и интерфейсом PCI-Express 4.0. Они будут доступны как в стандартном варианте с алюминиевым радиатором, так и в варианте для энтузиастов с достаточно крупной системой охлаждения на основе тепловых трубок. Вся серия будет основана на 12-нанометровом контроллере Phison с памятью Redundant TLC и кэшем DDR4. Компания сообщает о скорости последовательного чтения до 7000 МБ в секунду, а записи до 6850. И поскольку в устройствах Gigabyte 7000S сочетается производительный контроллер, микросхемы памяти и интерфейс PCI-Express 4.0, их потребляемая мощность довольно высока. По информации вендора, потребление лежит в диапазоне от 6 до 8,5 Вт, в зависимости от модели и режимов нагрузки. Поэтому все накопители оснащаются системой охлаждения с алюминиевым радиатором и задней пластиной. Но в скором времени будет доступна улучшенная версия с двухъярусной системой охлаждения со встроенными теплотрубками. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!